Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow. И сегодня у нас, точнее продолжение будет сказать, да, Crysis Remastered. Первая часть Crysis, да, дорогие друзья. В прошлой части, точнее трансляции, мы немножечко побегали, немножечко походили, поизучали локации, поубивали корейцев. Без этого никуда. Да, всем привет. Сейчас потихонечку будем собираться, значится. А я пока поясню за всю логичную вещь, что происходило ранее. Звук, наверное, надо будет еще потише немножечко сделать. Ну вот так мы, получается, являлись членом особого отряда реагирования американских войск под кодовым названием, не знаю каким, но у каждого было свое прозвище. Да, наш командир, как я помню, Пророк. То есть у него такое было кодовое имя. И еще там было парочку ребят, например, Шут там был какой-то, Ацтек, которого в самом начале съели. Самая первая смерть из всего отряда произошла. Группа Айдаха! Это ж... Да-да, подождите. Потом что? Мы, получается, высаживались, произошла авария. Весь наш отряд раскидало по всему острову. Да. Кому-то не повезло. Кто-то застрял и не мог выбраться со своего места назначения, точнее, места спуска с парашюта. Кому-то, как нам, повезло высадиться на окраинах этого острова. Да. Ну и в ходе нашего задания, которое нам дали с самого начала, там спасти группу каких-то расхитителей или археологов, если точнее будет сказать, мы изучаем появление новых инопришленцев, как они вообще появились здесь, что творят, как делают и что пытаются скрыть корейцы от остального мира своими действиями. В данной миссии у нас сейчас получается как? Из отряда осталось всего человека 2. Это мы и еще наш друг Шут. Шут пошел там по заданию нашего лидера отводить девчонку археолога в безопасное место. А мы же, получается, продолжаем по уже заведомо ранее нам данной миссии спасению остальной группы археологов. Ну и, соответственно, нашего главного командира Пророка. Так, выступаем в направлении шахты. Повторяю, цель шахта. Будьте внимательны. Впереди бронетехника. Диспетчер, это Стрикленд. Как насчет поддержки с воздуха? Прием. Никак нет, сэр. Воздушное пространство... Привет, Надами, привет. У нас тут как раз начало. Я только пояснил за все происходящие вещи, что были в прошлой трансляции. Да, народу чуть-чуть еще подсоберется, я потом озвучу то, что писал в комментарии под прошлым постом. Там небольшой неприятный инцидент у меня получился.
Я ее в любом случае в записи смотрел. А, понял, принял. Ну, там довольно-таки неплохо получилось. Там еще я в записи делал со своим другом Sunflowers Games Plus. Опять же, в посте я его имя упоминал. Вот. Должно было неплохо получиться. Но опять же, это были мои первые стримы. И еще без микрофона. Тоже там звук хромал. Да. Не под контролем. Авиация занята более важными целями. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял. Придется разбираться самим. Внимание всем, это майор Стрикленд. Авиации не будет. Наступление по плану Альфа. Вперед, вперед, вперед! Первая линия обороны, укрепление на станции. Ну, давайте потихонечку поедем. Я думаю, народ соберется. К тому времени, как мы тут будем крошить всех. Всем еще раз привет, кто заходит. Надо вспомнить, какая у нас тут миссия. Прорваться к станции, помочь танковой колонии, прорваться к железнодорожной, опять же, станции. Ага, то есть у нас тут есть 2 танка союзников. И непонятно, что по противнику. Играем мы на сложности максимальной, точнее предмаксимальной, да. На максимальной не начинал, так как там очень уж все больно, и все противники говорят по-корейски. Да. Ну, это, конечно, не особо как-то влияет. Привет, Зет, привет. Да. Но так как я не особый поклонник всех шутеров, так что играем на предмаксимальный. Так, надо вспомнить, как тут целиться. И стрелять, в принципе. Отлично, Айдаха-2. О, привет, Инквизитор. А сегодня стрим позднее. Закономерность, совпадение, случайность. Ну, вообще, я еще в описании не видоизменял свой график, о котором говорил в прошлой серии Ведьмака. Да, последний. У нас, как получается, на неделе, на рабочей неделе, понедельник, пятница, стримы будут проводиться в 6 часов вечера. Ну и где-то 2,5 часика будут идти. И опять же в среду, в середине недели, стримы будут где-то 4 часика идти, да. Ну, то есть подольше, где-то в 2 раза. В субботу уже стримы где-то будут ну, с 12 где-то, да, и где-то 2-2,5 часика. Вот как-то так. Стрим без лишнего голоса. Да, сегодня без него. Без второго голоса. Вроде все настроить у стрима успели. Спасибо большое нашему модератору, так сказать. Молодец большой. Ну вот, какой-то танк вообще неумираемый. Да, что по поводу, кстати. Любят в данной игре перебивать, да. Модера в подвале держат. Это все брехня. Вы что, верите данному изречению модератора? Как так? Вы должны верить только стримеру. Стример плохого не скажет. А так у него есть все в доступе, и водичка, и еда.
Ну и кроватка, собственно. Да, что я хотел вообще сказать по поводу, что-то я очень много отвлекаюсь. По поводу там задержек и, возможно, немного в моем голосе не очень приятных звуков наподобие, когда я что-то закашливаюсь или что-то подобного. Мне вчера вырвали зуб мудрости, да, дорогие друзья. Я провел... Ну, вот опять он врет, кроватка и старый матрас. У него в имении. Ай-яй-яй. Там он, ну, чуть-чуть старый, чуть-чуть. Да, провели мне операцию по удалению зуба мудрости. И эти последствия до сих пор меня немножечко преследуют. Это было буквально вот вчера. Ну, а в принципе чувствую себя нормально. Ну вот просто есть небольшие неприятные ощущения. Внимание всем! Выдвигаемся к переезду и идем в атаку! Подрался вот и минус зуб. Мы тебя прикроем, лейтенант! Ну, как подрался. Немножечко запустил зубик. Он на меня начал немножечко болеть. И пришлось его удалить. Да. Болезненная фигня. Есть немного, да, да. Но вчера было еще плохо, и мне было довольно-таки сложно разговаривать и, в принципе, употреблять пищу. А сегодня довольно-таки стабильные ощущения, позволяющие даже общаться. Это вообще хорошо. Ну, такими темпами к запасной челюсти придешь через пару лет. Не дай бог, вот честно. Я, конечно, понимаю, что с вставной челюстью тоже люди ходят, живут. И в этом нет ничего плохого, но все же мне со своей зубаткой как бы проще и приятнее. А то есть некоторые такие моментики, связанные с зубами. Командир, это Гриф-16, мы на месте. Начинаем высадку десанта во втором секторе, отбой. Намат, к тебе приближается транспортник с морпехами. Приготовься. Вот как они меня видят, вот честное слово. Высадка завершена. Повторяю, высадка завершена. Намат, танки не пойдут, пока ты не расчистишь станцию. Стрика, вагон уничтожен. Главное стабильность. Конечно, конечно. Без стабильности не бывает прогресса. Тогда надо золотую челюсть, ее убивать аккуратнее будут. Боже, откуда такие интересные выводы? Да. Золотая челюсть это еще прикольнее, чем условно какая-нибудь керамическая. Да. А самое прикольное, что мне вчера как бы утром у меня удаление этого зуба было. То есть мне там вкололи анестезию, где-то 2 укольчика. И потом мне надо было резко в колледж идти, тут гора решила развалиться. И мне резко надо было поехать в колледж после этой процедуры. Да.
там, так сказать, представить свою презентацию, которую я опять же совершил и доделал утром перед перед этим удалением. И преподаватель, понимающий, сжалился над этой ситуацией, надо мной, и не просил ничего там рассказывать особо. Уничтожь его, чтобы оставить их без подкрепления. Понял. Поврежденное золото стоит в разы дешевле, в челюсть бить не будут, наверное. Ну, там, в принципе, если тебе золото установили в челюсть, то оно уже потеряло в своей стоимости как минимум 50%, так как уже бэушное. Учебному заведению плевать на здоровье? Ну, не сказать бы, но у нас не очень часто, ну, я же диплом пишу, так сказать, на выпуске уже практически, да, своего образования, и надо было показаться преподавателю, а то не очень приятного получилось, что нам к 10 февраля уже надо быть готовым ко всему, а у меня там есть некоторые недоделанные делишки. Ну или рассказывать было нечего. Ну как нечего. Просто там было все понятно. Так сказать, на презентации довольно-таки... Ну, для создания презентации есть определенный шаблон. То есть на них не должно быть большое количество всякого текста. Должно быть побольше картинок, диаграмм и всего подобного. И мы в этой презентации именно так и делали. Ну, там мне немножечко стиль надо поменять будет. И все хорошо. Одна готова, Намат. Где-то остались еще две. Зная, какие аптечки сейчас в учебных заведениях, я удивлен, что практика добивать больных и все еще не в строю. Вот с этим даже тоже интересный моментик был, да. Я что-то утром подзабыл взять с собой обезбол. И решил поинтересоваться у нашего вертолет, кстати, вообще вышесносно разбился. Прям профессиональный пилот там присутствует за кабиной. Вот, не закончил я. И там у нашего медперсонала единственное, что было из ее аптечки, это активированный уголь, йод, что еще получается, анальгин с парацетамолом, и все. То есть мне дали там условно парацетамол, и все, и пошел дальше. По-моему, у меня в машине аптечка более качественная, чем в учебных заведениях. Конечно, она же у тебя персональная. А там на бедных студентов, которые, дай бог, если доживут до 4 курса, то уже больные и нездоровые в плане психическом и физическом, на них тратить это уже дело зазорное. Вот мне интересно, а данный вид танка, он плавает или не плавает? Потому что если не плавает, то мы тупо технику угробим. А еще можно взять во внимание, что в учебных заведениях один медик сразу на несколько зданий работает. Ну, у нас получается как? Есть два учебных здания. Одно это лабораторный корпус, и второе это учебный. И по факту, да, у нас один медик. А танки создавались, чтобы плавать. Но вообще есть некоторые модели, которые являются амфибиями, да, и способны совершать данное удивительное деяние в плане небольшого водоплавания.
Тут непонятно, как нам пройти, получается. Нам надо на другую сторону берега. Хз, работать в пятерке круто. Аптека в том же здании. Персональная аптечка на все случаи жизни. Ну, это когда у тебя есть такое сочетание, да, хорошо. Все, так сказать, в рукой подать, да. Как пройти стандартная тактика на таран? Если бы это работало, вот честно, есть в играх такая механика, как постоянство вот таких предметов, как, например, ежи, ведра, некоторые заборчики деревянные, по которым даже если танк проедется, им вообще пофигу будет на то, что эта махина их раздавит в 5 секунд. Физики нету такой вот. Рвемся в бой и выкашиваем всех, а потом думаем и лицезреем, что бежали в обратную сторону. Это победная тактика, да. Особенно, когда у тебя есть неубиваемый костюм, но убиваемый уровень сложности, да. Давайте. Ну вот вообще техники раскидано огромное количество. Спасибо большое нашим друзьям-корейцам. Опять же. Они большие молодцы. Так еще и танк бесхозный стоит. А, это не танк. Понятно. Ну вот что они так больно бьют? Непонятно вообще. А, я забыл уже, как управлять в данной игре. Какая у нас функция на кнопку... А, вот. Вижу, да. Нам надо дымовую гранату. Вот туда. Нет, не взрывай бочку, не смей. Вот как они видят? Вот у них АИМ, честное слово. У них есть АИМ. Два бомжа разрывают одного спецагента. Со своим спецоборудованием. Что они так больно бьют? Ты же в суперкостюме, он усиливает все твои чувства, включая болевые. Ну, скорее он должен понижать болевые ощущения. Ну, и там как-то, например, опять же, в некоторых работах наподобие фантастики, научного и всего подобного, опять же, книг, если рассматривать, то там есть дополнительные функции в костюмах медоператор или медблок, что позволяет сохранить боеспособность отряда и членов его достаточно высокой в процентном соотношении. Угу. Свободный танк, рядом стоящий корейцы, он что, вообще тю-тю, какой нахрен свободный? Это не танк, это зенитка, да. Немножечко перепутал. Но похоже было на танк. Цель уничтожена, майор. Зовите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Намат. Продолжаем наступление по плану Альфа. Но ты в фантастике, Гарри. Да-да, у нас тут есть пришельцы и Блэкджек. Там в будущем, в следующих частях Крайзиса пришельцев более человечнее представят. А сейчас они осьминожки с щупальцами. Летающие, кстати. Угу. Чего? Дополнительно укажите цель для авиаудара? Ну ладно, побежали. Я думал, что мы все это
уничтожим и пойдем по главной миссии, а тут дополнительную еще высветило после дополнительной. Но я вообще не шарю за военную технику. Ну, данный вид техники был для уничтожения самолетов, вертолетов и всего воздушного. Ну, значит, пешочком. Очень быстро тратится заряд у костюма. Вот буквально пробежали несколько метров и все, и он разрядился. Сохранений тут по факту нету, то есть я сам сохраниться не могу. Тут есть только контрольные точки. И от этого, отталкиваясь, мы появляемся вместе только там, где нас сохранила игра. Я на месте. Вижу склад. Использовать бинокль. Но это залезть надо нам. С такой парковкой катера сабнатики тебе моделек давать нельзя будет. Но там хотя бы его скрафтить можно будет несколько раз. Нет сохранения, нет сейфскама. Так, в смысле тут корейцы сидят? Я не ожидал такого. Сидят себе, чилят, прячутся. Это даже на шутейку ходит. Сидят как-то два корейца на вышке. Залезает к ним спецагент Америки. Тот, не офигевая, что два корейца сидят на вышке, начинает по ним палить. А корейцы офигевают, что к ним залезли. Залез на вышку. Корейцы, да он вообще, да, все так. А куда цель-то нам для авиаудара требует? Тут чисто... А, сюда, да? Вас понял, Айдаха. Захожу на цель. Да ты бы при них начал диалог командованию о планах. Диалог командованием о планах. Блин, модератор мой любимый, ты мне все объяснял, а где у нас в творческой студии можно посмотреть нормально чат? Потому что вот если пользовательский чат смотреть, то у меня он ограничен каким-то тут знаком с реакциями. И мне не очень удобно поглядывать, что пишет в конце предложения. Ну, точнее, строчки. Винтовка Гаусс? Сталкер, что ли? Гриф 12, захожу на цель. Буду вас прикрывать. Отбой. Еще прикольный такой звук падающих патронов тут присутствует. Контент, трансляции, там значок в виде точки с радиоволнами. В трансляциях рядом с настройками. Угу. Сейчас, чатик. 5 секунд. Мы пока тут плывем. Наслаждаемся природой. Вот наш корабль с авиаударом прибыл. Да. Контент. Трансляция. Значок радиоволны. Значок видит точки с радиоволной. Намат, пойдешь А, вперед. понял. Мы идем по Нет, не долине к понял. шахте.
перейти в панель управления трансляцией. Да, это вот самое. Все, понял. Значит, я не туда тыкал. Па-па-па. Прикольно тут, кстати, вся статистика пишет. Да, всю статистику. Наслаждаемся природой, которую разнесем. Ну, по факту, мы же уничтожаем только там, где присутствуют корейцы. То есть, там, где их нет, мы ничего не делаем. Ну, если, конечно, там еще пришельцев нету. Пришельцы зло. Пришельцы хотят нас поработить в состав своей галактики. Или что у них там, империя? Вперед, морпеги! Прорывайтесь по западному А вот мы и краю, я вас застряли. прикрою! Вперед! 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 Идем! Да, все я сделал. На саму трансляцию. Только тут с отставанием надо еще... тут скорость не настраивается? Настраивается. Вот 1,5 разика поставлю, чтобы он не слишком много отставал. Угу, все хорошо. Тут еще, кстати, пишет время, сколько трансляция проходит. Да, у них плохо. Сначала только где корейцы, теперь где еще и пришельцы. Ну, нас все хотят уничтожить. Ничего не знаю. О, гранатки. Снайперская винтовка. Нужна она мне? Ну, думаю, нет. Боеприпасы. Это, кстати, наши ребята. Да. Странно, но у меня там ничего не отстает. А про все, что там показано, я говорил. Эх, бедная снайперка. Вот то, что ты говорил, что там есть, это я помню. Но просто по факту, увидев своими глазами, это ощущается по-другому. Найдите винтовку Гаусса. Я не понял. Меня дискредитирует модера. Во-во. Модера намыло? Понял, инквизитор? Совершай свое светлое дело. Святотатство тут происходит. Голову всего и вся тут начинают булить. И как-то обвинять во чем-то. Во в чем-то. F-модер. Да. Что-то... Снайперка должна быть где-то здесь. Но только где? Тут... корабль к нам спустили. А то за кустами не видно было его. Угу. Ну, давайте тогда вместо дробаша его возьмем. А то нам какое-то тут мега оружие дали. И задействовать его было бы кощунством. Это дробовик. Но как только вылечусь и узнаю, куда идти, то можно и совершить крестовый поход на модеров. Звучит отлично. Звучит хорошо, да. Теперь у меня даже матрасы с подвала заберут. Ну ничего, не переживай. Там, где есть лишение, есть и приобретение. Сразу понимаешь всю тщетность бытия и радость становления новым, чего-нибудь новым. Да. Эй, аккуратней. А какие у нас есть улучшения? Мы максимум, что фонарик можем повесить и прицел.
А что взорвало нас? Я чуть-чуть недопонял момента. Мы же за склоном горы были. Да. А сейчас мы, получается, нам надо пробраться к шахте и захватить. Или станцию мы захватили уже. Просто надо пройти к шахте, да. Фантастическое заклинание взрыва. Вот что взорвало. Вот. Фантастика, Гарри. Тут присутствует магия. Притом вне Хогвартса. А так, ребята, пишите, что у вас было за последние денечки. Я вот потихонечку страдался со своими всеми этими операциями, последствиями с ней. Ну вот не проезжает он, не хочет. Айдаф и главный, здесь большой провал. Надо подогнать бульдозеры из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Намат! Дальше пока пойдешь сам. Понял. Сам по себе достижение получено. Магия вне Хогвартса. Что? Я, блин, на чат отвлекся. Куда мы пропали? Какую-то трещину в земле. А, здесь, получается, произошло землетрясение, и, соответственно, гора раскололась, все полетело в тартарары. Ага. Ну, все логично. Магия вне Хогвартса. Надо срочно менять это и идти в легенды Хогвартса. Хогвартс Легаси, да? Игра достаточно прикольная, но однообразненькая, да. Зато там в озвучке участвовали довольно-таки много русских представителей. Стримеров в том числе, кстати, да. Попиваем теплый какао. Вот самое обидное, что мне 2 дня нельзя употреблять горячего. Вот, то есть, после этой процедуры удаления зуба нельзя 2 дня на живое горячим накладывать все. Да, все проще некуда. Работа, отдых, работа, отдых. Ай, да. Цикличненько. Цикличненько. По факту тоже так потихонечку. Одно и то же делаем. Да. А отдых что из себя представляет? Какое-то интересное хобби? Просмотр каких-нибудь интересных телесериалов, чтение занимательных книжечек. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Ну а чего ты ожидал? Изначально игру делали рукопопы, делающие мобильные каки. И делалась изначально игра в виде ММО, но превратилась в это. Ну вообще, последующие части Crysis 2 и Crysis 3 довольно-таки неплохие в своем